И я начала еще рисовать ребенка, но я все время рисовала ребенком и говорила родителям, что я буду художником. Но родители у меня математики, они меня направили в эту область, а мне давались науки очень легко, поэтому точные науки. Поэтому я получила образование как прикладной математик, но практически не работала по этой теме. Художественного образования у меня нет. Те навыки, которые я имею как художник-профессионал, я их уже получала, копируя работы, когда я жила в Италии. То есть вот уже было такое живое принятие искусства. Но изначально, наверное, в детстве с самого начала я поняла, что я художник должна быть каким-то образом. Но вот пути шли разными путями, и пришла я туда, куда пришла сейчас. Недавно только осознала, что... То есть это первая эпоха, когда художник, придя к тому, что это его стезя, он должен практически с нуля создать свою мифологию, создать материал. Все возможно, да? У нас безгранично. И философию ты можешь любую выбрать, и мифологию любую выбрать, и материалы, безусловно. И это вроде бы как и прекрасно, и в то же время это очень тяжело, потому что за одну жизнь нужно прожить миллион жизней и проанализировать все это, и прийти к чему-то своему. Поэтому вот у меня был довольно сложный путь, когда стилистически мне как-то удалось даже и в живописи, в первой фотографии, это всегда быть узнаваемой. То есть вот как бы стилистически я поймала что-то, но наработать свои образы, прочувствовать их, то есть покуда, как вот на Набокову было очень красивое выражение, то есть произведение, оно такое, как облачко вокруг тебя витает и постепенно начинает капать вниз, как-то материализовываться. Вот у меня эта материализация заняла довольно прилично много лет. Когда я занималась и первой делала свои опыты в живописи, потом фотографии, то есть люди, которые видели их, назвали их пляшущими человечками, даже фотографии. То есть меня всегда интересовало движение. И здесь та же самая тема, меня она не отпускает. Есть известное высказывание Эйнштейна о том, что мир — это энергия, и движение — энергии. То есть мы все построены на энергии, мы сгустки энергии, и все находится в движении, во вращении. Здесь даже в названии я вывела момент импульса, взяв это из квантовой физики. Впервые, наверное, в истории человечества случилось, когда наука пытается объяснить вещи из потустороннего мира и делает это совершенно магическим образом. То есть эксперименты, которые проводят в квантовой физике, я вдохновляюсь ими, потому что они удивительны. Например, у них есть такой эффект наблюдателя, опыт такой, очень известный, часто его показывают. Частицы, когда есть наблюдатель, то частицы действуют, оставляют след как частицы. А если наблюдателя убрать, наблюдателем может быть или человек, или концентрация внимания, либо это может у них это какое-нибудь устройство, наверное. Если убрать наблюдателей, то они ведут себя как волна. И это совершенно удивительное свойство, то есть, которое отражается, я еще йогой занимаюсь, и медитациями, да, и там такой постулат выводит, что если там, где внимание, там и энергия, туда идет наша энергия. И очень важно концентрировать свое внимание. В нашем мире, когда все в такое бесконечные возможности всего, расплескивание энергии происходит, если не концентрировать, информационная война, потоки всего на свете пересекающиеся, очень трудно поймать свое собственное что-то небольшое, твой небольшой путь, который ты сам способен пройти и создать что-то достойное. Сначала я делала, айфалилы первые были скульптуры, которые были созданы 12 лет назад. Я просто нарисовала человечка, потом решила, что его нужно на шаре. И решила, что это можно сделать как игрушку. Потом я вспомнила, что в детстве была неваляшка. Потом я стала изучать и открыла, что это тотемы, такие древние сакральные объекты, которые были во многих народах мира и которые несут информационный заряд очень важный. То есть они работают, в отличие от моральных чтений, как ребенку маленькому объясняют что-то из уст в уста, то на ребенка это мало воздействует. А вот эти игрушки, они на таком интуитивном уровне воздействуют и на ребенка, так как я их уже сделала как игрушки для взрослых, созревших существ. Они воздействуют на подсознание человека, именно передавая ему мысли, что вот в нашем мире, где очень все как зыбучие пески, довольно сложно найти точку опоры, особенно последние 3 года нам это сполна показали, что мир вообще меняется, перекраивается, и вообще непонятно, что будет завтра, что куда двигается. Единственное, что тебя может держать в этом мире, это центр внутри тебя. То есть в тебе находится эта вселенная, в тебе находятся эти силы,
как бы жизнь тебя не толкала, не качала, ты все равно возвращаешься к самому себе. Придуман он был уже 12 лет назад. И поначалу я просто делала рисунок и слепила фигурку. А потом побежала к мастерам, стала показывать. Я еще не знала практически никого. Это сейчас у меня аж такое производство, которым я горжусь. Каждый драгоценен из моих мастеров. А тогда это все было такое вслепую. Я прибежала к ребятам и говорю: ребята, вот у меня должно вот это вращаться, не знаю как. Путем пробы и ошибок мы нашли и технику, и несколько лет для этого прошло. Сначала они были сделаны из меди, но это, наверное, не так уж и важно, да? То есть смысл в том, что айфалил, имя выдуманное, я забила в интернете, такого не существует. Айфалил, I fall in love, я влюбленный, влюбленный человечек. Здесь он представлен тот, который с распахнутыми руками, но он не первый. Самый первый был с руками на животе, такой более скромный человечек. И поначалу почему-то пользовался успехом тот в большей степени даже, чем это. Хотя это тоже вскоре был создан. Их было 8 разных персонажей, то есть они все айфалилы. Айфалилы — это как бы народец. Это не имя конкретного этого человечка, а это вот народец человека, который стоит на шаре. Сила, центр движения, он находится внутри нас. То есть, чтобы в мире не происходило, самое главное — это тот баланс, который мы имеем в самих себе. И если мы умеем этот баланс установить, то тогда и мир отражает того, что происходит вокруг. И если мы сумеем этот баланс установить, то в мире будет все спокойно. То есть задача каждого человека на Земле — это установить баланс внутри себя. Это женский образ, он был создан недавно, уже года 2 назад всего, то есть долго я к нему шла. И он такой более, если на мужском образе, там никаких признаков половых мужчины нет, то есть он такой более символический. Тотем и тотем в чистом виде. То это уже красота женского тела, очень сильная, очень мощная, с косами, как корни такие деревьев. И они, все женщины, опять же, это не имя конкретной этой фигурки, а это все женские образы и все мужские образы айфалила. Вот такое вот мое решение, такие вот народцы, мужские и женские. И женщины, они ведуньи, они матери, связь с землей у них очень мощная, поэтому вот они у меня перетекают и в барельефах, в кругах, и вот в этих скульптурках на шарах. Это все девочки Аи. Здесь немножко другая, вот у нее, вот смотрите, здесь характерно для нее, что у нее открытые ладони. Что для них интересно и характерно для всех, у них у всех открытая сердечная чакра. И начиная с того мальчика, то есть у них открытые руки, они не закрывают себя от мира, они наоборот к нему тянутся. И это у девочек тоже то же самое видно, и у ребят у всех. То есть это вот такой посыл, открытый к миру люди. То есть придумала я сначала, здесь похож на колобок. Сначала я придумала фигурку такую в форме головы, которая будет кататься, вращаться, точно так же, как айфалил, но только вот одна голова. Вот она так красиво вращается. Потом, заглянув в квантовую физику, увидела, что они дают очень красивые названия. Когда открыли эти самые маленькие частички, кварки, хотя на самом деле квантовые физики до сих пор не могут доказать их существование, но вот они предполагают, что есть такие. Он еще вот так вращается. И пока их открыто только 6. Да? И они им дали, вот физики физиками, но они дали ему удивительные названия. Верхний, нижний, прекрасный, очарованный. Все точно я не помню. Не хватало 1/7, так как у меня для башни нужно было 7, то я 7 взяла искренний. Вот этот вот он как раз искренний. Серьезный или искренний. Единственное. И вот они функционируют как отдельные фигурки, являются скульптурами в такой форме, и в то же время и в башне тоже. И, честно говоря, я знаю про искренне, потому что я его отдельно. Остальным я не давала так конкретно, кто из них кто. То есть человеку позволительно придумать самому, кому какое имя. Вот искренне здесь, вот он. Вы его затылочек только видите. Здесь вот с этой стороны его лицо. Вот, а символ башни, когда я читала Набокова еще давным-давно «Ада или радость и страсти», там Ада и Иван, между ними такая лексика придуманная была, что башня это означает как cool, круто, то есть башня это вот прям, когда все в жизни сложилось, все прекрасно, и это башня, одним коротким словом. Мне это очень нравится, безусловно. Но кроме того, башня это символы, которые
в общем-то, это и фаллический символ, но он существует в архитектурах практически всех стран мира. И это символ силы, мощи, как бы неизбежности нашей природы такова, то есть ничего в этом предосудительного нету и в его фалличности, но в этом его мощь, благородство и красота. На выставке представлены айфалилы, аи, скульптуры на человеческие круги. И вот бегущие — это общее название, это не название каждой работы, это общее название таких барельефов вырезанных. Они практически даже не барельефы, а скорее горельеф, потому что они очень объемные. Вырезанные фигурки на стене. Почему я их назвала единым словом «бегущие»? Для себя пока, может быть, я еще поменяю. Мне очень нравятся вот эти японские двустишие, хоко. Чем они интересны? Тем, что либо ты передаешь в небольшой фигурке состояние момента, либо даже глубокую мысль, но только очень короткими штришками. Поэтому для меня вот эти бегущие, они как рисунок, они легко даются, легко реализуются, они не такие эпические, как круги. В кругах это целая богатая история. А здесь такой более лаконичный рассказ, но он тоже значимый, для меня, по крайней мере. И к тому же это является шагом к созданию более крупных работ. Во-первых, я никогда их архитектуру не изображала, то есть все, что касается, и даже интерьеры, все, что касается углов, то есть форм, которые придуманы человеком, для меня, я их немножко пугаюсь, я их не чувствую. А круги — это форма идеальная для психологического состояния человека, даже если он там, ему это может и не нравится, но это очень его балансирует, очень влияет на психику хорошо. То есть в идеально выкроенный баланс между человеком, природой, между человеком и социумом, это вот круги соответствуют. Ну и потом возникла идея, вот смотрите, я начинаю вращать, когда круги еще и можно привести в движение. Как-то я встретила образ молельных барабанов, таких тибетских, которые человек подходит и вот крутится, и ему какие. Здесь даже можно, она все время останавливается в какой-то новой точке. Она центр тяжести не имеет в одном месте. И все время останавливается в каком-то новой точке. Можешь загадывать, и куда тебе выйдет, то есть использовать ее еще и для таких вариантов, как гадальная игрушка.